между прочим. Да, ну, возвращаясь к Латыниной, ты меня прям за живое задела, я не собиралась про нее сегодня говорить и вспоминать, но ты напомнил, и тут надо понимать, что происходит с этими вот, так сказать, русской оппозицией так называемой, да, там хорошие, нехорошие, они же все себя мнят русской оппозицией, хотя они между собой все время грызутся, потому что это единственное, что они умеют, это грызться. Вот, но надо понимать простые вещи. Значит, во-первых, 90% из них, я не знаю, там, может, где-то какие-то я оставлю benefit of the doubt, да, что там какие-то пару человек, может, там что-то и понимают в реальности, так, внутри себя, не то, что они там говорят в микрофон, а 90% из них, конечно же, не признают за Украиной никакую самобытную, собственную, не то, что даже культуру. Здравствуйте, Харьков. Всегда очень рада, когда кто-то в Харькове нас слушает. Ам, вот, и они не признают Украину самостоятельной культурной единицей, самостоятельной социальной, политической, обществом не признают. Вообще расчеловечивать общество, вот одно дело расчеловечивать врага, это понятно, этим все занимаются всегда. А другое дело целое ставить под вопрос вообще, существует ли такой народ, да? Ну ладно, они там какие-то украинцы, но народа-то нет. Мы, кстати, это видим, сейчас все на меня полетят шишки, готовимся, ребята, приготовьтесь, прикройтесь, пожалуйста, кастрюлями. Слава, Ози. Наш, это самое, прикройтесь кастрюльками, потому что это же то же самое, что с палестинцами делают. Неважно, кто там прав, где виноват, неважно, но обязательно надо сказать, что палестинцев нет просто. Вот мало сказать, что они плохие, они нас взрывают, они там террористы, они хотят Израиль уничтожить. Надо еще сказать, что их вообще нет. Это очень такая тактика. Меня это всегда очень расстраивает, потому что если ты это начинаешь говорить, то ты уже проиграл как бы. Вот, если ты говоришь, что ну, твой враг, его просто не существует как такового. Вот это то, что Россия с Украиной всегда делала. Украина с Россией никогда этого, конечно же, не делала. А вот Россия с Украиной всегда это делала. Их просто нет. Вот. И вторая вещь, которую надо понимать, это то, что вся эта оппозиция российская, они по сути своей право-либертарианское настроено. Если у них вообще есть какая-то идеология, вот, если они хотя бы там 5 книжек в своей жизни читали про то, как там устроено общество, экономика и так далее, они все обожают всех вот, ну, светочей права либертарианского дискурса. Лично Латынина, которую я помню еще по ЖЖ 20-летней давности, когда она там писала все, что им придет в голову, и все эти стрелки там осциллографа, если вы помните, как над ней издевались, за стрелку осциллографа, она писала, что она восхищается Пиночетом, или, по крайней мере, она его там уважает. И, конечно, 20 лет назад, еще до того, как она, Латынина стала Латыниной. Вот, тогда уже было все понятно с ними. Они же все, вся вот это, вы заметьте, что, в общем, Россия в 90-х, начале 2000-х поделилась на упырей, на людей там типа на путинское окружение, на старых коммунистов, из которых там труха просто уже сыпалась, пока они ходили, и на вот этих вот прогрессивных якобы людей, в кавычках, да, и все эти прогрессивные люди, все эти там Чубайсы, и Явлинские, кто там у них, все вот эти вот люди, они все представляли из себя американскую республиканскую партию, причем в худших проявлениях. Понимаете? То есть настоящих либеральных демократов там в принципе никогда не было в таком в общественном дискурсе. Понимаете? Демократов там не было. Там вообще не было такой опции для нас. Вот. Если бы я никогда не жила в России, но если бы я там жила, то вот для людей таких, как я, места никакого никогда не было. Мы были либерасты и демократы с двух сторон. Со стороны тех, кто даже не скрывал, что они, так сказать, там, ну, эти путинисты там и так, зетника, которых тогда еще не было, зетники, ватники и так далее, да, и со стороны оппозиции, которая якобы, да, была вот этому всему оппозиция прозападная, но они не прозападные, они про конкретную совершенно часть. Они ненавидели западных либералов, демократов и все эти либеральные ценности
хуже еще, чем наши республиканцы, понимаете? Вот, это надо понимать. И поэтому условный Навальный, и вся вот это вот их, весь этот фонд, и все вот это вот, они боролись не с Путиным. Конечно, они все фашисты вообще были. Они боролись не с Путиным, по сути дела, они боролись с теми проявлениями путинизма, которые по ним лично били. Они, конечно же, не хотели в тюрьму за свои слова, и потому что они там против Путина, естественно, они свою там, понятно, шкуру, это самое, они не хотели, чтобы в тюрьму лично они шли. Вот. И они хотели, чтобы коррупции не было. Они боролись с коррупцией. Ну, хорошо, мы все не любим коррупцию, да, но э, им надо было просто, чтобы была более эффективная экономика. Они все начитались каких-то там, ну, не все, наверное, я не уверена, что они там Айн Рэнд какую-то читали или там кого, но это, в принципе, их стезя была. То есть, а уж точно Латынина, вот она точно читала это все, всякие эти книжки. И поэтому им просто надо было, чтобы все работало более эффективно, чтобы воровали меньше, чтобы условно налоги не платили там серой зарплатой, и чтобы платили люди налоги. Вот. И чтобы их единомышленников не сажали в тюрьму. Если бы это произошло, если бы мы сейчас представили, Россия на это не способна была, это коррумпированная до ушей, естественно, прогнившая совершенно система. Но если бы вдруг они умудрились получить то, что они хотели, эти люди, если бы убрали там коррупцию, вдруг там условный Путин и его окружение стали сказать, ну да, что-то наше, мы не хотим пойти по пути СССР, который развалился, потому что они там за гонкой вооружений всю экономику просрали, вот, и потому что упали цены на нефть, и тут же, значит, завалился весь Советский Союз, потому что э, э, не было никакой подушки, они не думали, потому что все разворовали, что только можно было, кроме этой там оборонки, вот. И если бы они это сказали, мы не хотим идти по этому пути, нам надо реально усилить наше там государство российское, да, вот сейчас мы все заборемся со всей там коррупцией, а заодно еще и чтобы пар выпустить, дадим слово там нашим оппозиционерам условным и не будем их сажать прямо в тюрьму, вот. Что вы думаете бы произошло? Ни один из них за Украину бы после этого не вписался. Если бы вот эта сильная, э, некоррумпированная, Россия, в которой существовала бы какая-то оппозиция реальная, которая не боялась бы тюрьмы, Путин идиот, потому что он все это начал давить, и что вот эти против него. Если бы они были за него, а они бы были за него, он бы был в 100 раз сильнее, и Россия была бы в 100 раз сильнее. То есть это его была большая ошибка, что он таких, как Латынину, условную, против себя настроил. А если бы они, получили то, что они хотели, а они хотели не справедливости какой-то мировой, там, не мира, ничего такого. Вы вспомните, что было с Чечней и даже потом с Грузией, когда еще не сильно были закручены гайки, то есть они лично за себя еще не боялись, эти все поцы. Вот. И они же все это поддержали, в общем-то. Вы же вспомните, когда Навальный грузинов грызунами называл. Вы вспомните, когда они все, а про чеченцев я уже молчу, они полностью поддерживали весь этот дискурс античеченский. Вот, что чечены просто там головорезы на ровном месте, вот решили завоевать всю там, не знаю, Рашеньку, и это вот, и метро нам взрывают просто так, потому что они плохие люди. Поэтому не надо строить никаких иллюзий. Все эти люди, я всегда об этом помню. Э, Гламуризировать эту их борьбу с коррупцией не надо, потому что эта коррупция – это единственное, что стоит между Украиной, в общем-то, и Россией, по большому счету. Это их коррупция, которую надо полностью поддерживать. Вот. Поэтому да, они все против Украины были бы, они все смотрели на Украину сверху вниз, они никогда не признавали Украину самостоятельным, достойным там уважения государством, обществом, языком, культурой, чем угодно, политической сущностью, социальной сущностью, да, никогда. Никаких иллюзий строить не надо. Просто Путин, поскольку он безумный старикан, который ничего, кроме своего КГБ, там в башке вообще не может, это самое, он допустил большую ошибку и начал гнобить их тоже, и поэтому они против него повернулись. Это вот и все. Сама Латынина, я сейчас так понимаю, что она поигралась в эти бирюльки противопутинские,
поняла, что жить, где она там живет, на Кипре каком-то она сидит, по-моему, скучно, голодно. Она же на грани, все на западные гранты рассчитывали, когда они все поуезжали, все эти там Шульман, Латынины. Все, ну Яши нет, его из тюрьмы, конечно, перевезли, у него выбора особо не было, но те, кто сами поуезжали, они рассчитывали на то, что сейчас Запад их примет с распростертыми объятиями, никто украинцев этих глупых, смешных слушать не будет, а будут слушать их, вот этот русский мир, который расскажет сейчас все, как надо делать, как надо Украину обустраивать, мир между Россией и Украиной обустраивать и все остальное. Они главные тут. Точно так же, как Путин говорит, нечего с этими украинцами разговаривать, сейчас мы с тобой поговорим, там, Доник, да, с Путиным сейчас поговорит и все решит. Точно так же эти вся оппозиция, они считали, что демократические силы там в Европе и в Америке сейчас с ними все решат, ни с какими украинцами никто разговаривать не будет, естественно, и принимать их там во внимание. Вот. И они под это дело получат гранты, они же все время, это Навального жена, она же все время пытается какие-то открывать средства массовой информации, какие-то создавать там что-то партии, какие-то конференции, какие-то что-то, на это все бабки нужны, да, то есть сейчас им дадут бабки, и они будут вот пиздеть на эти все темы, понимаете, в Европе, и в безопасности, все, что они хотели. Как только они поняли, что бабок не так много, ну, Навальный там еще как-то по старой памяти там дают из-за мужа и все, и там всем этим Яшинам, которые натурально из тюрьмы вышли, ну, как-то, да, их там пытаются в попу целовать, там в этот самый, в парламент зачем-то их там пускают европейский, где они несут всю эту ахинею. Вот. А такие люди, как Латынина, никому не нужны на Западе. Она ничего нового сказать не может, от нее разит просто вот этим всем, на самом деле, вот этой всей пророссийскостью. И она посчитала, сложила 2 плюс 2, поняла, что долго она так, видимо, не протянет, или ей не хочется, или ей скучно, или ей грустно, и пора возвращаться в Россию. И я готова сейчас вот просто поспорить, что как только предоставится возможность, следующее, что мы услышим, что Латынина вернулась в Москву. Ее простили, и она будет свою оппозиционную там ерунду вещать оттуда, примерно как Ксюша Собчак. Это просто такая Ксюша Собчак, только которая прочитала на 5 книжек больше и хочет интервьюировать там не этих самых, не из голых вечеринок, вот, а Арестовича. Более политическая, так сказать, Ксюша Собчак. Вот и все. А это же все то же самое. Поэтому она посчитала, что если она хочет вернуться в Россию, то ей надо сейчас играть в совершенно другие игры. И она сменила свою пластинку, в общем-то, уже откровенно тогда. У нее там свои методички. Я не сомневаюсь, что все это спонсируется уже от ФСБ и от Кремля, и от всего такого. Она теперь служит, потому что это действительно очень выгодно. Она же под себя подгребает кучу людей, которые не сильно хотели быть за Украину, но за Путина зашквар. И вот она сейчас их всех под себя подгребет. И, к сожалению, к моему огромному сожалению, я это вижу по э, некоторым своим знакомым в реальной жизни, которые, так сказать, состоятельные люди, которые были за Украину все эти 3 года и помогали, и на словах продолжают быть за Украину. Они очень любят Латынину, они слушают Латынину с Арестовичем, и как только Латынина а, сменила пластинку, они в ту же секунду сменили пластинку и отказываются теперь помогать Украине. Я это вижу в живом режиме. Все, они все, да, конечно, мир надо, бомбят, Путин плохой, конечно, она что же говорит, что Путин плохой, но все, изменился климат. Конечно, они все трамписты, это понятно. Еще Трамп, когда... Да, тут, извините, тут еще одна, вот это вот есть кусок этой пазл, так сказать, что, конечно же, Трамп сменил, все уложилось очень удачно. Они все обожают Трампа, все латынины, все эти люди, они обожают Трампа, и примкнувший к ним, естественно, Арестович, который уже от латыниной мало отличается чем. Вот. И все, им теперь дали возможность, и сказали, можно перестать поддерживать Украину, можно начать ее критиковать, и все. Я думаю, Шендерович тоже в этой компании, да, который ненавидит Шендерович, Трампа. по-моему, больше за Украину и против Трампа, по-моему. Я не уверена, я не слежу, я за ними всеми не слежу. Но то, что Шендерович из той же конторы, абсолютно, конечно. Ну, в смысле, не контора, а он из той же компании. Великая русская культура тоже, все там тоже естественно. И они тоже, да, они все очень душные, вот эти вот
это такое поколение душных бумеров, понимаете? Они все ненавидят движение МeToo, они все ненавидят либерализм, там, ЛГБТ, они ненавидят феминизм, феминизм особенно, вот эти все душные чуваки за 60, которым перестали давать за попу хватать, кого они хотят, понимаете, молодых девочек выяснилось. Вот, да, они все вот это все ненавидят, и поэтому это тоже в ту же... То есть я вам говорю, это просто такие... Если взять американских консерваторов и скрестить их с русской культурой, понимаете, с эти такой, они, ну, они, конечно, не пропутинские, но, опять же, они не пропутинские только потому, что Путин лично их хочет взять за жопу. Больше ни почему. Если бы Путин их принял, они бы тут же с удовольствием влились в эти ряды. Получается, вот такие уродцы, если это все скрестить. Я, по-моему, свои 15 минут выговорила. Я еще хочу просто точку поставить над этим всем с памятником Пушкину. Я не успела сказать, забыла, что как могут люди, граждане страны, жаловаться насчет памятников Пушкину в другой стране, когда у них месяц назад на центральной станции центрального метро, центрального района, центральной столицы Родины открыли памятник Сталину. Ребята, вы разберитесь со своими памятниками сначала, пожалуйста, а потом давайте мы тогда будем обсуждать Пушкиных или не будем, где-то в другой стране. Как вообще это можно обсуждать и сравнивать? Я уже не говорю про эту историю, если вы знаете... Я вам сейчас скажу, да, если людям надо это объяснять, лучше не объяснять.